Начинаю сборку двигателя мотоцикла Урал 750 кубов ИМЗ 8103 0116 Як 5МУ. Значит, мотоцикл 2013 года выпуска, экспортная модель в Штаты. Двигатель снимался для дефектовки. Мотоцикл покупался как нерабочий, севшая батарея, забитые карбюраторы, он не заводился. Мотоцикл простоял где-то год. Предыдущий хозяин при замене масла обнаружил следы алюминиевой стружки в фильтре и также жаловался на стук, исходящий из двигателя. То есть он так понял, что это где-то что-то, может быть, коленвал, износился и начал, значит, где-то в каком-то месте производить алюминиевую стружку, то есть начал тереться о корпус. Вот такие были предположения. Значит, в результате я снял двигатель, открыл поддон, проверил маслонасос и нашел выработку алюминиевой крышки. Может быть, в этом была причина. Следующая причина — это износ штанги толкателя. Возможно, штанга толкателя начинает перетираться. Может быть, о кожух. То есть при установке нужно будет отцентровать ее, то есть чтобы она ровненько посерединке была в кожухе. Вот. Может быть, это тоже причина стружки. Штангу сейчас проверю. Да, она не магнитит, она алюминиевая. Наконечники стальные, магнитные. К сожалению, не заснял на видео, но я снял и проверил диски сцепления. Фрикционные диски оказались толщиной 5,3 мм, что в принципе в пределах допуска. Дальше я решил не лезть, не снимать коленвал, не проверять подшипники. Может быть, стоило бы их проверить, но вроде бы коленвал ходит отлично, никаких заеданий нет, никаких шумов, то есть как бы не имеет смысла пока это делать, но может быть на будущее. Двигатель здесь не отмыт, потому что мотоцикл в основном используется на оффроуд, то есть в грязи, в снегу и так далее. То есть отмывать его не имеет смысла. Полировать тем более. То есть так, чисто внешняя грязь протерта и хватит. Я заменил поршневые кольца. Не нашел абсолютно никакой разницы со старыми. Я измерял старые, новые, и, значит, диаметр кольца, и толщину кольца, и ширину. То есть никакой разницы нету. Новые кольца показались более жесткими, их реально трудно сдавливать, потому что старые очень легко сжимались. Может быть, поэтому компрессия понижается из-за того, что кольца недостаточно сильно прижимаются к стенкам гильзы. Вот старое второе компрессионное кольцо реально очень легко сдавливается. Оно не работает, я думаю, не держит компрессию. Первое компрессионное еще более-менее. Вот старые кольца, они пробежали 27, почти 28 тысяч километров. Это первое компрессионное. 1,4 высота, ширина 3,25. Диаметр 78 миллиметров. Значит, второе компрессионное 1,4 на 3,25. Значит, проблема в маслосъемных кольцах была в том, что они свободно проваливались в цилиндр. То есть они абсолютно не работали. Сейчас я их замерю. $2,40. Это ширина, толщина 0,55, 0,54. Замки должны быть
Первого кольца где-то здесь, второго здесь. А маслосъемные удерживающие колечки будут смотреть сюда, замки будут смотреть сюда и сюда, соответственно. Поршень пробежал около 100 километров. Я считаю, что он был очищен. Вот сейчас не имеет смысла его зачищать, я думаю, потому что через пару десяток километров он опять будет с нагаром. Поршень я планирую вставить в цилиндр, заправить все кольца аккуратно и потом уже вместе с цилиндром одеть поршневой палец и, соответственно, цилиндр поставить на место. Значит, тут вот на цилиндре есть остатки герметика. Его нужно снять, обезжирить и нанести новый герметик. Вот так выглядит прокладка между цилиндром и головкой, паранитовая. Несколько раз уже снимал, одевал головку, то есть она остается неповрежденной. Вот это самодельная прокладочка, которая идет между корпусом и цилиндром. Вот материал, толщина 0,04 сантиметра, это 4 десятки. В общем, к слову, точно такой же материал я использовал для прокладки под генератор. Вот, вырезал. Производитель. Если измерить, ну, как-то так, показывает 0,30-0,3 миллиметра. Ну, и да, если ее не сжимать, то будет 0,4, скорее всего. С резинки тоже нужно снять остатки герметика. И для этого использую Heavy Duty Scooping Pads. Мочалку промышленную. Значит, прочистили. Продули. Протерли. Так, и теперь пытаемся вставить туда поршень. Значит, надо еще протереть саму гильзу, чтобы туда не попал песок. Поршень должен смотреть согласно стрелочке вперед. Устанавливаться он должен вот так вот. И, соответственно, одеться на шатун. Есть хорошее средство. Brake Part Cleaner, которое отлично вычищает труднодоступные места. И быстро сохнет. Начинаем установку. Сначала можно туда немножко маслица капнуть. Смазать это все дело маслом. Так, ну и пытаемся его туда посадить. Чтобы не поцарапать, использую пластиковую трубочку. И вот таким образом, поджимая кольца, туда нужно аккуратненько осадить. Проверяем кольца.
Проверяем замок колец. Одно здесь, второе здесь. Маслосъемное и второе маслосъемное. Все правильно. Первое вроде бы есть. Второе на подходе. Есть. Так. Вот так. Вот еще виден замок кольца здесь, но в принципе поршень уже вплотную дошел до гильзы, поэтому нужно сейчас его одеть и потом попробовать засадить в цилиндр. Прокладочка уже предварительно смазана маслом. Нужно проверить, что не заблокировано дренажное отверстие. И, в принципе, можно ставить. Ну и сейчас вот используем эту приспособу. Палец вошел в поршень от руки. С этой стороны мы ставим шайбу, гайку. А здесь начинаем подкручивать. Этот нам не понадобится. Нет, почему-то не идет. Так. Ну, в принципе, вот он пошел. Не забываем про установку стопорных колец. Я обычно завожу кольцо и вкручиваю его. Раз, и все, оно стало. Убеждаемся, что оно стало ровно в паз. Конец должен смотреть наружу. То есть вот в этом случае вот этот вот конец должен смотреть вон туда. Отлично. Все в порядке. Я думаю, этого будет достаточно для того, чтобы одеть резиновые прокладки. Значит, при снятии резиновых прокладок лучше всего маркером отметить точки. Например,
керосином. Так, дальше обезжириваются поверхности кожухов. Я их уже продул, так что там все чисто внутри. Значит, берется герметик Ultra Black Gasket Maker компании Permatex. Лучше одеть перчатки. Равномерно по всей плоскости. Ну, в процессе чуть что подправим. Так, надеваем. С этой стороны герметик выступает. Отлично. Начинаем. Вот так. Вот, при нажатии видно, что он проступает. Но при затяжке он тем более все загерметизирует там. Значит, нанести. И мгновенно, пока силикон еще влажный, нужно поверхности прижать друг к другу. Дальше нужно от руки поверхности прижать, то есть не сильно, чтобы мы увидели проступление герметика, и оставить в таком положении нужно на час. Головку, она уже здесь в сборе, опять же на ней нагар где-то от 100 километров, я ее не чистил, не имеет смысла. Для начала, конечно, нужно же установить прокладку между головкой и цилиндром, протереть ее, обмазать ее маслом. Главное следить за дренажным отверстием, то есть видно, что оно находится вот с этой стороны. Значит, и прокладку мы должны ставить вот так. Убеждаемся, что направляющая втулочка находится здесь, на месте, не утеряна. Она только в одном месте. И все, в принципе. Перед установкой штанг желательно убедиться, что толкатели находятся ровненько посередине. Вот здесь и сейчас второй. Вон там. Отлично, что они не перекошены. Нужно промазать маслом. Вот на коромысле такой вот огромный люфт. Я думаю, от этого люфта надо избавиться. Да, здесь тоже есть люфт. Я не знаю, допустимо это или нет.
В общем, нам нужен совет. Никакой прижимной шайбы здесь не было, я ничего не разбирал. Так расшатать со временем тоже не могло, значит так и поставляет, видимо, завод. Носики коромысел должны попадать по центру торца стебля клапана. Так как здесь присутствует люфт, можно немножко подровнять, я думаю, подбить. Да, они двигаются. Ну, подобьем их чуть-чуть. Затягиваем. Последние штрихи — это проверка дренажного канала. Вот можно взять проволочку, он здесь сплошной. Нужно проверить, что нигде нету блокировки. Туда ничего не попало, может остатки герметика или еще какая грязь. То есть вот должна проходить до конца туда в картер длинная проволока. Для регулировки клапанов мы должны провернуть двигатель в верхнюю мертвую точку. То есть мы можем убедиться, что толкатели у нас работают. Оба толкателя. Ну и вот в этой верхней мертвой точке у нас, по идее, оба наши клапана должны быть гарантированно закрыты. Вот здесь есть небольшой зазор. В интернете масса видео по этому поводу. Вот я делаю зазор минимальный, но чтобы штанга легко прокручивалась, что на впуске, что на выпуске. Хода нету. Пускаем, и появляется небольшой ход. Где-то вот так. Штанга вращается. Мы зажимаем. Все. Ход есть, штанга вращается. Значит, далее смазываем. Закладываем немного масла в коромысло. Прошел где-то час, герметик на резинках уже застыл. Теперь можно окончательно дотянуть головку. По диагонали. Вот так, все. Все. Вот так, все. Больше затяжка здесь не нужна. Надеваем крышку. Смотрим, чтобы прокладка легла ровненько. И притягиваем. Шайба.
ключ на 12, это 13, это 12. Сильная затяжка здесь не нужна, от руки. Все. Все, с этой головкой закончили.